Ну что, друзья, Новый год к нам мчится, и уже пришло самое время, чтобы узнать, в каких же сферах жизни будет сделан главный акцент в наступающем году и какие сюрпризы будет подкидывать нам жизнь в 2025. И в этом видео мы будем разбирать подробно годовой прогноз для восходящих близнецов. Друзья, это канал Astro Guide, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем! Но прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что я ведический астролог, и положение планет, которое я рассматриваю в гороскопе, полностью соответствует положению планет на небе, если вы возьмете телескоп и посмотрите в него. Разбор гороскопа делается у нас для восходящих знаков, потому что именно так мы с вами устанавливаем факт того либо иного события в вашей жизни. То есть мы смотрим прогноз не для солнечных знаков, не для лунных знаков, а именно для восходящих знаков, либо по-другому, как мы называем это, асцендент. Ну, если вы, конечно же, хотите получить максимально правдоподобный прогноз и именно узнать событийный ряд. И на канале есть видеоинструкция, как же построить свой гороскоп именно в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак, чтобы слушать видео, которое выходит у меня на канале. Ссылка на это видео размещена в описании под этим видео, поэтому, пожалуйста, не поленитесь и постройте свои гороскопы. И есть еще один важный момент. Прогноз на год на этом канале я буду делать по технике транзитов планет. То есть планеты у нас на небе каждый день продолжают свое движение. Они постоянно двигаются, перемещаются в новые знаки зодиака и, соответственно, в новые сектора вашего гороскопа. И по их движению мы можем сделать, естественно, определенные выводы и установить факт того либо иного события в вашей жизни. И соответственно, в этом видео мы с вами посмотрим, какая планета и где будет находиться в 2025 году для восходящих близнецов, и сделаем определенные выводы, какие же это события произойдут в вашей жизни. План видео у нас с вами следующий. То есть сначала мы с вами будем рассматривать транзиты наших самых больших и долгоиграющих планет. Это транзит Сатурна, Юпитера, Раху и Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. И, соответственно, все три этих гиганта именно в 2025 году одновременно меняют свои знаки зодиака, переходят в новые сектора вашей жизни, и можно сказать, что ваша жизнь однозначно по всем фронтам примет новый вектор движения и откроет коридор событий для каких-то новых событий, о которых вы узнаете далее в видео. Также в этом видео мы с вами посмотрим, какие планеты и когда у нас будут ретроградными, и какие же уроки они хотят нам преподать именно в свой период ретроградности. Затем мы с вами обсудим коридоры затмений, то есть это такие самые напряженные и устрашающие периоды года, когда на самом деле лучше сидеть тише травы, точнее ниже травы и тише воды. И напоследок мы с вами сделаем обзоры с ключевыми датами по наиболее запрашиваемым сферам жизни: карьера, финансы, личная жизнь, здоровье. И посмотрим эти более мелкие промежутки времени, периоды, когда либо стоит соломки подстелить и держать руку на пульсе, зная, что все будет не слава богу, а когда все-таки стоит по максимуму напрячься, чтобы получить самые лучшие и благоприятные результаты по этим темам. Ну что, давайте приступим к разбору. Восходящие близнецы. У нас появляется отображение вашего гороскопа с положением, собственно, наших медленных планет, и их аспекты очень много, поэтому не переживайте, сейчас все по порядочку будем расшифровывать. И, конечно же, начнем мы с анализа Сатурна, потому что до 29 марта 2025 года Сатурн будет находиться у вас в 9-м доме гороскопа. То есть, по сути, он еще повторяет тенденции 2024 года. И я вам сейчас их буду напоминать. То есть у кого-то уже в 2024 году эти события могли проиграться, у кого-то еще не проигрались, поэтому у вас есть, скажем так, первый квартал 2025 года для их реализации.
Так вот, 9-й дом гороскопа — это у нас в первую очередь про дальние страны, дальние путешествия и какие-то поездки. И этих поездок и перемещений на самом деле в вашей жизни может быть очень много. Поездки могут быть связаны с работой, с какой-то образовательной целью или просто для души, для отдыха. Для кого-то из вас такие путешествия могут стать на самом деле очень важным этапом вашей жизни, в том числе для укрепления профессионального сотрудничества. Кто-то может оказывать свои услуги за границей, либо иностранным гражданам. И в любом случае в этот период у вас будет очень много коммуникаций, в том числе с иностранцами, которые в какой-то степени даже заставляют вас посмотреть на этот мир и на свою жизнь другими глазами, расширить свое мировоззрение, расширить восприятие этого мира. И, конечно, вот такое положение часто приносит именно долгосрочные контракты, какие-то успешные переговоры, какие-то новые деловые партнерства. В этот период вы можете познакомиться с влиятельными, авторитетными, статусными людьми и, скажем так, заручиться даже их поддержкой. И вот эти люди, они в какой-то степени станут для вас учителями, наставниками, да, которые будут направлять вас опытом своих лет, мудростью, советами и рекомендациями. И, кстати, не исключено, что вы также можете сами оказаться вот в роли этого наставника и учителя для других людей. То есть, возможно, вам захочется создать какое-то свое пространство. Это может быть школа, курсы, клуб единомышленников, где вы занимаете лидирующую позицию и начинаете помогать другим людям находить, опять же, правильные решения в той либо иной ситуации. Особенно перспективным для вас будет, если вы выйдете на международный уровень и будете чаще, например, проявляться где-то в онлайн-пространстве, где ваши возможности практически безграничны, и вы будете иметь максимум влияния. У некоторых из вас может немножечко измениться круг общения. Если этого еще не произошло, то вот в 2025 году будьте готовы к каким-то даже новым знакомствам. И, возможно, вы уже создали или еще будете создавать какую-то новую команду, формировать новый круг, профессиональный круг, и новый круг своих профессиональных контактов. То есть у вас могут появиться какие-то новые друзья, единомышленники, которые разделяют ваши интересы, либо профессиональные цели. И по сути это ваш шанс, чтобы войти в игру на более высоком уровне и сделать себе имя в какой-то определенной сфере. Также кто-то из вас в 2024 году мог поступить уже в какое-то учебное заведение, либо мог поступить туда раньше, например, на курсы, либо в магистратуру, получать образование, либо даже успешно закончить его. Кто-то еще может успеть начать свое обучение вот в 2025. То есть Сатурн вас в целом склоняет к приобретению новых знаний. Кто-то может усиленно заниматься самообразованием. И также для вас это хороший период для работы, для оформления разного рода документов, типа визы, ВНЖ, и какие там еще есть документы. И также 3-й дом отвечает у нас за коммуникацию, за обмен информацией, и вы можете искать даже полезную информацию и обмениваться своими знаниями, вести консультации, например, через интернет, через социальные сети, в том числе развивая свой блог и свою экспертность. Также я хочу обратить внимание, что 9-й дом — это у нас в том числе про законы, про взаимодействие с органами власти. И, возможно, кому-то из вас придется заниматься своей легализацией в другой стране, либо решать иного рода вопросы, которые связаны с законодательством. И, например, даже если вы никуда не приехали, решать вопросы, которые связаны с законодательством вашего нынешнего места жительства. И также Сатурн, как управитель 8-го дома, может затронуть у вас тему отца, либо в жизни ваших братьев и сестер тоже уже могли произойти, либо произойдут еще важные перемены из серии охлаждения отношений, проблемы со здоровьем, выход на пенсию, смена работы, переезд и так далее. То есть какие-то важные события в их жизни. Затем с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн перейдет в ваш 10-й дом гороскопа.
И 10-й дом гороскопа в астрологии — это, естественно, карьера, социальный статус и какие-то профессиональные достижения. И, конечно же, получается, всем очень хочется быстро получить моментальных результатов, особенно по теме карьеры. И все хотят, чтобы счастье в виде успешной карьеры как можно быстрее просто свалилось на голову, но с Сатурном так не прокатит. Да, он вам обещает продвижение по служебной лестнице, он вам обещает получение нового статуса, новой должности, смену работы, завоевание авторитета. Но, однако, это не произойдет вот само собой. То есть Сатурн — это планета дисциплины, упорного труда. Поэтому успех, он на самом деле полностью зависит от вашего профессионализма и от той степени ответственности, которую вы готовы взвалить на свои плечи. Да, и в целом как бы от готовности погружаться в разного рода задачи с головой. И восходящим близнецам это может быть даже немножечко сложно, потому что вы по природе своей такие очень подвижные ребята, легко переключаетесь между разными делами, между разными задачами. А Сатурн, он требует сосредоточенности, он требует вот этого умения начатое доводить до конца. Поэтому все-таки придется попыхтеть, и он вас заставит. И в какой-то степени он вас будет даже проверять на прочность. А действительно ли вы готовы получить вот этот статус? А действительно ли ты готов получить вот эту должность? Или, может быть, стоит тебе еще набраться опыта, ну и как-то себя зарекомендовать? И, конечно же, у вас будут возникать вот сильные амбиции и желания примерить на себя вот эту руководящую роль, запустить, например, собственный проект, потому что захочется власти, захочется самостоятельности, чтобы, по сути, сверху никто на голову не капал и не дурил ее. Но для этого потребуется выдержка, упорство, ведь Сатурн, он создает препятствия. Не просто так. Он заставляет посмотреть своим страхом в лицо, проверяя таким образом, ну, действительно вашу способность справляться с какими-то возникающими моментальными трудностями. И несмотря на тот тяжелый и рутинный труд, который все-таки придется выполнять, все равно как бы нужно, стиснув зубы, идти к своей цели. И все-таки Сатурн у вас в гороскопе, он управляет 9-м домом, и значит вы можете рассчитывать даже на помощь старших друзей, товарищей, ну каких-то авторитетных лиц, старших по возрасту людей, руководителей высокого звена, либо это могут быть иные какие-то влиятельные люди, полезные связи и знакомства, и перед вами будут ставить серьезные задачи. Либо вы можете быть вовлечены в какие-то там политические даже дела, или даже вот в рамках своей профессиональной деятельности вы можете занять какой-то важный ключевой пост, либо быть избранным там, в местные органы власти, либо еще в какие-то органы власти. Ну и в целом вы даже можете проходить какое-то специализированное обучение, то есть обучаться каким-то новым навыкам, которые вот 100% пригодятся вам в вашей работе и помогут в вашем профессиональном росте и развитии. Но Сатурн также является в вашем гороскопе управителем 8-го дома, который может давать резкие перемены в вашу профессиональную деятельность. И хорошо, если вам вот просто кто-то поможет и спротежирует вас, и вы такие бац, как бы не ожидали, а новое статусное место у вас уже в кармане, да, и вы так присели и хорошо себя чувствуете. Но может быть и абсолютно другая ситуация, ведь мы помним, да, сколько восходящих близнецов, столько будет и ситуаций. И вот кто-то из вас действительно на самом деле может испытывать даже какие-то трудности на своем профессиональном пути, и эти трудности могут проявляться в виде каких-то допущений, каких-то стратегических ошибок. То есть мы с вами говорили, что Сатурн, он любит дисциплину, когда все разложено по полочкам, каждый шаг выверен, спланирован качественно. Ну а вы, по сути, можете просто поспешить и насмешить окружающих. Либо с таким положением вы можете использовать какую-то даже очень жесткую позицию,
по достижению своих целей, когда просто нагло идете по головам. И да, успех в таком варианте возможен, и возможно вы достигнете его очень быстро каким-то вот там, ну, шахер-махер стратегиями, но этот успех, он будет краткосрочен, потому что за головокружительным взлетом рано или поздно всегда последует падение. И если у вас нет вот прочной основы, нет вот этой надежной базы под ногами, все, чего вы достигли, оно просто рухнет в одночасье. Или, например, даже такая ситуация, когда вас действительно спротежировали, дали должность за счет какого-то высокопоставленного покровителя, и если этот покровитель, ну, вдруг там умирает, увольняется, лишается своей должности по другим причинам, то и вы следом лишаетесь своего теплого и насиженного места и всех своих привилегий. Но может быть, по сути, еще один вариант, когда вас могут, скажем так, подсиживать, да, то есть в вашем окружении есть какие-то недруги, коллеги, которые вот стараются всеми правдами и неправдами очернить вас и вашу репутацию. Опять же, если должность в перспективе классная и на нее на самом деле претендует несколько человек, то разного рода интриги, манипуляции, шпионаж, там какие-то ухищрения, этого действительно не избежать. Но есть вероятность, что этим в том числе вы будете заниматься сами. Но, скорее всего, именно против вас все-таки будут использоваться какие-то противозаконные методы, чтобы просто испортить вашу репутацию, поэтому обязательно держите руку на пульсе и фильтруйте свое профессиональное окружение. Иначе на самом деле есть риск пережить какие-то вот унижения, оскорбления, необоснованные обвинения в свой адрес. И также Сатурн в вашем гороскопе аспектирует 12-й дом гороскопа. И это как бы хорошо в определенные моменты уходить там вглубь себя, подумать над смыслом своей жизни, над какими-то своими действиями, где-то поставить финальную точку, где-то осознать, что что-то делал неправильно. И хорошо, если вы это будете делать добровольно. То есть это будет такая вот тенденция, чтобы немножечко как бы покопаться в себе, оценить поведение других, помечтать, даже можно визуализировать свою идеальную жизнь, и это хорошее время, в том числе для занятий астрологией, психологией, философией. Вы можете, например, самостоятельно изучать эти направления, либо вы можете прикоснуться к ним с помощью помогающих практиков и их консультаций, и вот с их помощью тоже искать ответы на свои вопросы. И также Сатурн своим аспектом поднимает вопросы, получается, с недвижимостью, с местом проживания. То есть в вашей жизни по-прежнему может быть очень много поездок. Это могут быть какие-то долгосрочные, заграничные командировки, либо это могут быть путешествия на какое-то такое более длительное время и более длительное расстояние. Либо кто-то из вас может временно переехать по работе, даже за пару тысяч километров. У кого-то это может проиграться, например, как ремонт дома, когда надо обустроить свое место жительства, привести его в порядок, чтобы, скажем так, было уютно, комфортно находиться дома, либо придется что-то починить старое, либо в целом навести порядок и так далее. Если вы этого не сделаете добровольно, то, знаете, Вселенная вам поможет, да, и то, что требовало замены, доломается окончательно, и придется это все выбрасывать, покупать что-то новое. Также Сатурн влияет на ваши отношения с мамой, и они могут стать немножечко какими-то, в том числе по Сатурну, отстраненными, охлажденными. Вы можете меньше общаться с мамой, либо вот в жизни вашей матери могут происходить какие-то очень важные, значимые события, ситуации, может быть, даже какие-то неожиданные ситуации, которые в том числе потребуют вашей поддержки, вашей помощи. Может, ваша мама куда-то будет переезжать, и вы будете помогать ей легализоваться где-то. И тоже вот придется немножко, стиснув зубы, как бы возложить на себя вот эти дополнительные обязательства и помогать в решении этих вопросов. Но в целом здесь тенденция у вас идет такая, что Сатурн вас как бы учит обретать четкий, прочный фундамент внутри себя, четкую опору под ногами. То есть вы должны стать таким непоколебимым воином. И может казаться, что вы в какой-то степени даже тянете на себе неподъемный груз. Вы всецело погружены в какие-то рабочие там вопросы, в решение каких-то бытовых вопросов. И от этого у вас действительно будет
такое ощущение усталости, как будто вы вскопали несколько гектаров картошки на поле. То есть вот может присутствовать какое-то такое моральное даже отягощение, истощение, но это временно, да. Также дополнительно Сатурн затрагивает тему бизнес-партнерства и партнерства в личной жизни. И все-таки дополнительно, учитывая, что 7-й дом гороскопа получает еще двойной аспект от Сатурна и Юпитера, можно ожидать на самом деле очень ярких результатов по сфере партнерства в целом. Результаты могут быть разными. Например, если вы холосты, то где-то с середины 2025 года и до середины 2026 года у вас есть очень большие шансы, чтобы встретить свою любовь, вступить в серьезные отношения, либо официально как-то зарегистрировать брак, если вы с кем-то уже состоите в отношениях. Но, опять же, надо отметить, что не все будет так идеально и гладко. То есть, действительно, даже в рамках этого превосходного года могут присутствовать периоды расставания с партнером, например, у кого-то из-за ссоры, у кого-то потому, что там партнер должен куда-то спонтанно уехать в командировку, например. Если вы состоите в браке, тоже могут присутствовать какие-то определенные проверки ваших отношений на прочность, но тут не стоит рубить сгоряча, и я на самом деле даже не могу сказать, что у вас есть указания на развод, хотя если они есть в вашей натальной карте, то, конечно, это возможно. Но в целом сфера отношений у вас процветает как в личном плане, так и в профессиональном плане. То есть появляются какие-то новые контакты, новые совместные проекты, новые клиенты, причем они могут быть как из-за границы, так и местные. Либо это будет сотрудничество с какими-то, в том числе, авторитетными, влиятельными людьми. И в целом в плане отношений и каких-то даже полезных знакомств вас ждет успех. Ну и, конечно, вот в жизни ваших супругов могут происходить радостные события. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям. Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. Далее давайте обсудим планету Юпитер. То есть Юпитер — это планета, которая в нашем гороскопе отвечает за духовный рост, за процветание, удачу и наше с вами благосостояние. И до 14 мая 2025 года Юпитер находится в 12-м доме вашего гороскопа. То есть он, по сути, нам еще раз подтверждает вот эту вероятность дальних поездок, то есть включая путешествия за 1000 километров и даже больше. И это может быть время, когда вы сможете как-то отдохнуть, уйти от житейских хлопот, побыть в тишине, немножко перегрузиться. Так же, как управитель 10-го дома в 12-м, он указывает на какие-то рабочие поездки и командировки, либо это может быть переезд в другую страну по рабочим вопросам. Также он может указывать на сотрудничество с иностранцами, либо работу в каких-то тайных секретных организациях, куда не каждому открыт доступ, либо это может быть работа онлайн и взаимодействие со своими клиентами тоже посредством онлайн и посредством каких-то мессенджеров, переписок и так далее. В целом сфера партнерства у вас приобретает преимущественно онлайн формат. Либо потому что вы постоянно в разъездах, либо потому что партнер в командировках. Я не могу сказать, что первая половина 2025 года идеально для построения каких-то классических романтических взаимоотношений. То есть когда ты за ручку берешь партнера, ходишь на свидание, активно проводишь со своим партнером время тет-а-тет и как-то вживую. То есть тут все-таки даже больше присутствует какое-то онлайн общение. Или вы, например, можете на сайте знакомства кого-то найти, с кем-то познакомиться, может в каких-то специализированных приложениях познакомиться с иностранцами и таким образом с ними тоже общаться. Или, например, может вам кто-то понравился, вы познакомились, разъехались, и ваше общение все равно сковано онлайном, мессенджерами, и либо другими обстоятельствами, когда надо просто друг другу, например, писать письма в определенные закрытые учреждения, да, либо вы просто находитесь там, где связь не ловит и так далее. И также такое положение тоже указывает на интерес
к самопознанию, к каким-то философским размышлениям, проявляется интерес к тайным эзотерическим направлениям. И получается, что у вас сейчас вот формируется только вот к этому всему интерес. То есть вы словно, я бы это описала так, что вы словно присматриваетесь, прощупываете почву, что-то можете изучать для себя. А вот потом, когда подключится Сатурн, о котором мы уже говорили, вы начнете раскручивать эту тему, скажем так, более основательно, по деталям, раскладывать по полочкам, да, то есть Сатурн, он любит вот этот качественный подход, и вот просто поверхностной поверхностной философией о каком-то смысле жизни вы не отделаетесь, то есть придется окунуться в эту тематику более фундаментально и получать практические знания. Поэтому на самом деле очень хорошо, если вы к этому периоду подготовитесь немножечко заранее и найдете себе в целом наставника, которому доверяете. И дополнительно можно начать заниматься йогой, например, слушать медитации, какую-то успокаивающую музыку, заниматься вот этими гармонизирующими, успокаивающими практиками. Вы даже можете поехать куда-то на ретрит для восстановления своей жизненной энергии. А вот затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и с 5 декабря по 1 июня 2026 года, то есть на целый год, Юпитер переходит в ваш первый дом гороскопа. И это вообще супер классно, да, то есть главный фокус внимания будет направлен здесь на вас самих, на вашу личность, здоровье, саморазвитие, образование. То есть тут идет на самом деле очень сильная работа над собой. И в первую очередь именно в духовном и таком моральном плане. А также здесь идет работа над личным брендом и позиционированием. То есть Юпитер — это у нас планета мудрости, новых знаний, расширение своих горизонтов. То есть вы как будто поднимаете себя вот в этот период времени на новый уровень. То есть растет ваша экспертность, причем как по ощущениям, так и действительно в глазах окружающих. Вы развиваете ваш личный бренд, он укрепляется, вами восхищаются. То есть это очень хороший период для приобретения каких-то новых знаний, новых навыков, прохождения специализированного обучения, поступления в вузы и так далее. И вот, собственно, кто планирует у нас поступать в университет, неважно куда, бакалавриат, магистратура, либо какие-то другие обучающие программы, программы дополнительного образования, даже по другим тематикам, не по вашей профессиональной, вы успешно сдадите вступительные экзамены и будете обучаться. Кто-то из вас может уже завершать обучение и, скажем так, получит финальную корочку и сертификат об окончании этого обучения и, собственно, присвоения новой степени. Да, кто-то из вас не захочет никуда поступать и просто будет заниматься саморазвитием, самостоятельно изучать какие-то новые темы и новые навыки. То есть в любом случае вы эти знания и навыки все равно сможете потом применять в своей профессиональной деятельности, в своей жизни и, по сути, поднять свой статус, то есть таким образом продемонстрировать свою экспертность, чтобы вас заметили и предложили какую-то, возможно, даже новую должность, о которой мы говорили в этом видео ранее. Плюс такое положение благоприятно скажется и на вашем поведении, на вашем проявлении внешнем. То есть вы становитесь, скажем так, более отзывчивыми, щедрыми, благожелательными, добродушными по отношению к других. Вот ваша мудрость, она просто плещет из берегов. И ваша манера поведения, она становится мягче. В целом, несмотря на весь тот груз и ответственность, которую даже на ваши плечи будет возлагать Сатурн. Да? То есть оптимизма и жизнерадостности у вас на самом деле в этот период будет хоть отбавляй. И это очень здорово. То есть даже в каких-то неприятных ситуациях вы не будете опускать руки и вот с этим позитивом идти к новым свершениям только вперед. Также, как мы с вами говорили, Юпитер может принести изменения вашего социального статуса. То есть это время, когда вы можете либо получить, скажем так, руководящую должность благодаря своей экспертности, либо открыть свое дело. И вот в этот период вы действительно можете создать какой-то свой проект, свое детище. Это может быть какой-то творческий проект, либо проект, связанный с интеллектуальной деятельностью. Но
так или иначе, ваш авторитет и экспертность в любом случае будет расти, даже независимо от того, что вы делаете. Расти это будет как на дрожжах, вот честно говорю. Кто был никем, тот станет всем, да, и звучит в какой-то степени, возможно, амбициозно, но Юпитер действительно дает вам такие возможности. И также Юпитер — это планета расширения, и расширяет он не только ваше экспертное влияние, но и ваше физическое тело. Так как Юпитер у нас все-таки аспектирует 5-й дом гороскопа, да, то можно предположить, что кому-то из вас он принесет беременность. И тогда расширение объемов тела, она вполне обоснована. Но кто из вас беременеть не планирует, тому, конечно же, надо быть очень-очень осторожными, потому что, как показывает практика, все-таки с таким транзитом объемы тела все равно начинают расти как на дрожжах, и ничего с этим не поделаешь. И касается это в том числе и мужчин, и женщин. И что у мужчин, скажем так, тоже есть потенциал, чтобы в их жизни появились дети, либо какие-то проекты. И кто-то из вас в том числе заинтересуется творчеством, будет развивать свое хобби. Также у вас есть много возможностей для посещения разного рода мероприятий, тренингов, конференций, концертов, других каких-то развлекательных программ и досуга. И можно сказать, что в 4 стенах вы сидеть не будете. И также Юпитер аспектирует 9-й дом гороскопа, то есть вы можете решать какие-то юридические вопросы с государством, либо с представителями власти, либо вы можете решать вопросы касательно вашей легализации. Могут быть у вас какие-то советники, помогаторы, которые будут помогать вам в решении этих вопросов. В вашей жизни могут появляться какие-то влиятельные люди, которые будут вас протежировать и будут вами восхищаться и так далее. И, конечно, как мы и говорили ранее, Юпитер благоволит построению новых и крепких отношений, вступлению в брак, или в целом, скажем так, вашему партнеру тоже может сопутствовать удача в его жизни, и произойдут какие-то важные события. И эти события, они могут быть как и по работе, так это может быть, например, беременность супруги и так далее. Да? Поэтому повторяться не буду. Давайте мы с вами еще рассмотрим такой маленький промежуток времени, когда у нас Юпитер войдет в знак Рака. Произойдет это с 18 октября по 5 декабря 2025 года. Здесь Юпитер будет находиться во 2-м доме вашего гороскопа. Это для Юпитера самое сильное положение. Да? И собственно, в это время ожидайте, просто ожидайте хороших финансовых приходов. То есть здесь вас вознаградят прилично. И рост ресурсов вам действительно обеспечен. То есть это очень хороший период, когда вам могут либо поднять зарплату, либо выплатить долги, если кто-то вам, конечно, должен. Вас могут отблагодарить за что-то. То есть ваша кубышка в этот период времени пополняется. Причем пополняется за счет третьих лиц, либо за счет вашей профессиональной деятельности. Может, как раз-таки это тоже то самое время, тот самый кусочек, когда вас повысят в должности, о которой мы так долго говорим на протяжении всего этого видео, либо кому-то из вас прилично повысят зарплату, либо ваши клиенты заплатят вам сполна в этот период времени. И также помимо новой должности вы можете подписать какие-то важные документы, изменить свой социальный статус, например, вступить в брак, открыть бизнес, сделать какое-то иное юридическое оформление, получить ВНЖ, ПМЖ. Может, кто-то из вас как раз-таки станет родителем в этот период времени. И этот период благоприятен для изучения, в том числе финансовой грамотности, для инвестиций, для покупки антиквариата, для покупки каких-то ценных бумаг, которые со временем будут приносить вам прибыль. Либо, опять же, кто-то из вас захочет свои накопления положить, например, в банк под процент. И в этот период также возможен запуск собственного бизнеса. Либо наоборот, кто-то из вас, например, может взять кредит на развитие своего дела, и, соответственно, у вас денег много появится. Либо можете взять кредит на покупку чего-то значительного. Но также стоит отметить, что вас финансово могут поддерживать друзья, партнеры. И стоит отметить, что этот период может наблюдаться рост в том числе каких-то повседневных дел и задач,
да, либо рост ваших обязанностей, обязательств. И действительно стоит сказать, что дело будет не в проворот, то есть все придется решать, и даже решать, возможно, через какое-то взаимодействие с государственными учреждениями, либо придется оформлять какие-то документы, какие-то бумаги. То есть вот все равно какая-то бюрократия в вашей жизни в этот период времени будет присутствовать. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь? Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать, куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. Далее, давайте мы с вами рассмотрим положение Раху и Кету. То есть это такие наши с вами кармические точки, которые на самом деле оказывают тоже очень сильное влияние на событийный ряд в нашей жизни. И получается, что до 29 мая 2025 года Раху находится в 10-м доме гороскопа, Кету в 4-м доме гороскопа. И давайте начнем с обсуждения Кету. То есть, как мы уже даже в этом видео говорили, такое положение вас тоже склоняет к смене места жительства. Либо вы можете часто отсутствовать дома, например, потому что вы куда-то уезжаете, либо какая-то необходимость формируется. Кто-то из вас может переехать или вот планирует еще переезд в другое место жительства. Такое положение однозначно указывает, что вам необходимо навести порядок дома. То есть, опять же, устаканить все дела по каким-то жилищным вопросам. Также такое положение указывает, что важно завершить какой-то ремонт, обновить интерьер, заменить старую мебель на новую, если, конечно же, есть такая у вас потребность и необходимость. В том числе вот в отношениях с матерью, либо в целом в отношениях в своей семье вам также придется, наверное, устанавливать какие-то правила, рамки, границы и так далее. То есть будут подниматься какие-то вопросы, когда вы просто даже можете меньше времени уделять внимание своим близким, меньше с ними общаться. Также такое положение — это про поиск внутреннего стержня, поиск вот внутренней гармонии. И вы для себя четко должны понять, а в чем же для вас заключается счастье. И вам вот в целом нужно поработать даже над собой, над своей самоценностью, над уверенностью в себе, для того, чтобы полностью быть уверенным в каких-то своих последующих действиях, которых вы начнете придерживаться, в том числе в период Сатурна. И, собственно, когда вот вы разберетесь с порядком дома, выстроите некую систему, чтобы вас не дергали по пустякам, тогда вот с головой как раз-таки можно уходить в тему 10-го дома. А это сфера карьеры, социального статуса, авторитета, профессионального влияния и всего-всего того, о чем мы говорили все это видео. Но по Раху это больше похоже как на раздутое желание и вот некий хаос в делах. То есть когда хочется и больше, и больше. То есть на протяжении 2024 года и вот в первом полугодии 2025 года у вас все-таки присутствуют сильные амбиции, вы пробуете какие-то новые способы продвижения по карьерной лестнице, вы стараетесь заявить о себе, продемонстрировать свои профессиональные качества, чтобы вас заметили, вас оценили по заслугам. И кто-то на самом деле из вас уже мог поменять работу, кому-то это еще только предстоит сделать. И ваша работа в том числе может быть каким-то образом связана с иностранцами. Но когда подключится Сатурн в апреле 2025 года, вот ваши попытки, они начнут приобретать более практичный и фундаментальный характер, потому что именно Сатурн, только Сатурн, способен выстраивать вот эту работу в долгосрок. И это не просто какие-то там мимолетные попытки и результаты по Раху, да, то есть Сатурн будет уже структурировать долгосрочное сотрудничество. И тут также актуально вот вспомнить в том числе про социальный статус.
Кто-то уже оформлял или еще будет оформлять там ВНЖ, кто-то ПМЖ, кто-то уже подал, либо будет подавать документы на смену гражданства там в другой стране. И можно сказать так, что окончательное тоже подтверждение, которое позволяет вам, скажем так, окончательно укорениться на той земле, где вы находитесь, вы получите уже тоже в период Сатурна, когда он подключится вот с апреля 2025 года. В этот период у вас может возникать очень много материальных желаний в том числе. У вас может возникать очень много амбиций, и особенно амбиций касательно финансовых заработков. Но мы с вами помним, что они у вас, эти финансовые амбиции, тоже в реальность воплотятся чуть-чуть позже, в 2025 году. Поэтому главное на самом деле здесь не уйти в загул и все-таки четко вести учет своих финансов и не сразу спускать все то, что вы зарабатываете. И в этот период также может быть очень много рутинных дел, либо какие-то бюрократические проволоки в вашей жизни, в которых вам придется разбираться. Могут быть какие-то споры, конфликты, причем как в профессиональной деятельности, так и в бытовой деятельности. Вы можете даже закопаться в каких-то делах, вы можете испытывать стресс, либо даже выгорание. Поэтому на самом деле в том числе следует обратить пристальное внимание на свое здоровье, пройти обследование, установить график работы и отдыха, да, скажем так, наладить питание, организовать заботу о себе правильным образом, чтобы всегда быть в тонусе и выглядеть прекрасно. А вот затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху переходит в 9-й дом вашего гороскопа, а Кету, соответственно, в 3-й. Ситуация здесь у нас немножко меняется. То есть, конечно, Кету в 3-м доме будет заставлять вас разобраться в своих повседневных делах, избавиться от какой-то суеты, избавиться от многозадачности, если она имеется в вашей жизни. А у вас она имеется, 100%. И, как мы с вами говорили, у вас есть тоже такая вот склонность браться за все подряд, но не доводить начатое до конца. И вот тут, здесь, в этот период, вам придется немножко остановиться и пересмотреть свой подход к выполнению своих обязательств. Часть ваших хобби, увлечений, интересов может поддаться чистке. И вам все-таки необходимо решить, чем вы действительно готовы продолжить заниматься, что вам еще интересно, а что уже нет. И на самом деле лучше иметь меньше интересов и задач, но при этом выполнять их качественно. И, возможно, вам на какое-то время даже захочется немножко уйти в тень, спрятаться от окружающих, избавиться от вот этого общения лишнего. Также вам придется почистить круг своих контактов, людей, с которыми вы общаетесь, и которые тоже, по сути, попусту воруют ваше время и энергию. То есть необходимо будет расставить все точки над «и» в коммуникациях, в отношениях с другими людьми. Плюс это касается то же самое социальных сетей. То есть вам надо спланировать свое время, когда и сколько времени, какими делами вы будете заниматься, и в какой-то степени даже завести расписание, и чтобы устранить вот этот хаос в своих ежедневных делах, либо в каких-то там документах и так далее. Потому что, по сути, перед вами стоит более глобальная цель. Какая это цель? Это создание какого-то такого либо массового движения, либо клуба по интересам, где вы, вот как наставник, как руководитель, лидер, будете продвигать какую-то идею. Причем это может быть абсолютно нестандартная идея, какая-то оригинальная идея. Либо вы можете продвигать ее с помощью информационных технологий, либо каких-то ноу-хау. И у вас появятся вот в вашем окружении какие-то новые единомышленники, которые с удовольствием будут следовать за вами. Кто-то из вас даже может стать руководителем, организовать свой отдел, свою команду, собрать для достижения каких-то новых профессиональных результатов. И опять же, вот в работу команды вы тоже можете внедрять какие-то нестандартные идеи, либо методы работы, либо какие-то там другие фишки. И что еще можно дополнить?
у вас также могут появиться какие-то новые учителя, наставники, либо может появиться новое руководство с какими-то своими неординарными взглядами, неординарным подходами, мышлением. И как мы и говорили, да, кто-то из вас может получать образование, в том числе дополнительно проходить какие-то курсы, причем эти знания будут какими-то тоже оригинальными, нестандартными. Может, это будет какое-то новое направление вообще у нас в мире и так далее. Вы будете изучать, либо изучать это с помощью новых технологий каких-то. И однозначно вы будете больше путешествовать, исследовать мир, перенимать опыт от иностранных клиентов, партнеров. И дополнительно стоит отметить, что также аспект Раху на первый дом заставит вас работать над своим личным брендом, над своим имиджем. Возможно, вы захотите изменить свою внешность, вы захотите изменить свою прическу, там, стиль, как-то поработать над самопрезентацией, над презентацией себя как эксперта, создать какой-то такой образ, поработать над смыслами, которые вы транслируете в массы вообще, когда развиваете свой экспертный бренд, либо когда работаете вот в своей профессиональной деятельности. То есть вот этот период, он вообще идет под создание какого-то масштабирования и своего личного бренда, и там профессионального. Ведь мы помним, да, что все-таки встречают по одежке. И вот эту одежку надо вам привести в надлежащий вид. И также Раху аспектирует 5-й дом гороскопа. И, как мы с вами говорили, у вас вот во втором полугодии 2025 года открывается как бы коридор для вступления в какие-то отношения, создания долгосрочного партнерства, как в личной, так и в профессиональной жизни. И вот в этот период как раз-таки появится у вас сильное желание ходить на свидания, на какие-то там увеселительные мероприятия, получать удовольствие от разного рода времяпровождения, там и с друзьями, с товарищами, с какими-то новыми партнерами, посещать вот разного рода концерты, образовательные мероприятия, либо вот разного рода увеселительные программы и заведения. И также у вас может появиться желание иметь детей, либо кто-то захочет создать вот опять же свой проект, как-то его масштабировать. Кому дети не актуальны, у вас могут появиться внуки, например, да, либо вы станете крестным кому-то. Поэтому, подводя такую черту, я думаю, вы тоже заметили, что все планеты, по сути, бьют у вас преимущественно в одну и ту же точку. Да, и надеюсь, что вам теперь понятно, какие события будут для вас наиболее актуальными в ближайшем году. Но давайте мы с вами перейдем к рассмотрению ретроградности планет. Это такое интересное и порой пугающее, кого-то пугающее явление, для кого-то очень интересное, но я думаю, что все вы как минимум слышали про такое понятие, как ретроградный Меркурий, когда все свои косяки активно на него сваливают и не берут за это ответственность. Так вот, другие планеты у нас помимо Меркурия тоже могут быть ретроградными, но они, конечно, не настолько популярны и не настолько освещены в социальных сетях, как именно товарищ Меркурий. Что такое ретроградность? Если говорить простым языком, то есть это период, когда планета нас немножко замедляет вот по своим функциям, по своим энергиям и заставляет нас оглянуться назад, пересмотреть пройденный опыт и исправить те ошибки, которые, возможно, мы допустили, либо не туда свернули на своем пути. И вот эти ретроградные планеты, они заставляют нас вернуться в какие-то старые дела и немножко навести там порядок. Соответственно, вы видите на слайде периоды ретроградности Сатурна и Юпитера. То есть в эти даты они будут тормозить процессы вот именно по тем сферам, которые я уже перечисляла в этом видео, когда мы с вами рассматривали Сатурн и Юпитер. И Сатурн, он как бы заставляет нас переоценить обязательства, переоценить структуру, переоценить подходы. Он заставляет посмотреть своим страхом в лицо и как бы пойти туда, где страшно. Ведь все мы знаем, что там, где страшно, там всегда кроется рост, да, сильный рост. И также Сатурн учит нас быть терпеливыми, выносливыми, учит нас правильно давать оценку своему пути, своим ресурсам, правильно рассчитывать время для достижения своих целей, да, и какие ресурсы для этого требуются. И ретроградный Юпитер заставляет нас именно на внутреннем уровне пересмотреть свои цели, убеждения, принципы, ценности. То есть он как философ действует, который в целом глобально задает вопросы. Зачем ты это делаешь?
чего ты хочешь достичь, а вообще тебе это надо или не надо и так далее. Также вы видите на слайде период ретроградности Марса. То есть этот период мы переживаем с вами сейчас, и это время, когда стоит тоже немножко замедлиться, задуматься, как мы тратим свою энергию, на что мы ее тратим, зачем мы ее так тратим. То есть Марс — это у нас планета действий, активности, инициативности, какой-то борьбы. И, собственно, ну вот пока сейчас вот Марс у нас ретроградный, к тому же в падении, то есть, конечно, весь этот огонь просто гаснет, и все. Проявляются у нас какие-то задержки, конфликты, ничего не получается, все валится из рук. И на самом деле здесь хорошо бы подумать просто, что вы делаете, зачем вы делаете и почему вы именно вот так это делаете, да? Далее. Вы также видите на слайде периоды ретроградности Венеры. И, собственно, Венера — это планета любви, красоты, роскоши, богатства, наслаждений. В 2024 году Венера у нас не была ретроградная, всех пронесло, но вот в 2025 году, здравствуйте, получите, распишитесь. И вот эти темы она немножко ставит на паузу, потому что она хочет заставить нас немножко задуматься, ну как бы уже пришло время, да, что именно важно в отношениях, а что не важно в отношениях, то есть какие отношения мы хотим, какими идеальными отношения для нас являются, то есть что надо сделать, чтобы они стали идеальными, как-то переоценить, возможно, допущенные ранее ошибки в отношениях и во взаимодействии с другими людьми, закрыть нерешенные с ними вопросы. И это период, это очень популярный период, когда возвращаются все бывшие. И у кого-то из вас действительно могут возникнуть старые чувства, там, с головой можете замутить роман с бывшим, но нужны ли вам эти отношения, да? Нужен ли вам этот контакт? То есть этот период, на самом деле, он неудачен для новых отношений, потому что они закончатся так же быстро, как они и начались. Но этот период, он как раз-таки хорош для того, чтобы понять какие-то свои ошибки в прошлом, понять, почему вот с этим человеком, если вдруг бывший появится, там финальная точка не поставлена, что было не так, расставить точки над «и» и разойтись окончательно, чтобы никто друг другу не мешал. И также вы видите на слайде, когда Меркурий у нас становится ретроградным, то есть мы с вами помним, что это самые знаменитые периоды у нас в году, он, как правило, становится ретроградным 3 раза в год, и Меркурий у нас отвечает за коммуникацию, информационные технологии, технику и все прочее. И, естественно, когда он становится ретроградным, происходят разного рода сбои. Например, там письма теряются, техника выходит из строя, планы наши рушатся, люди не могут друг с другом договориться, информация выходит из наших уст некорректно, нас неправильно понимают и так далее. Поэтому в периоды ретроградного Меркурия надо все переуточнять по 100 раз друг у друга, правильно ли друг друга поняли, услышали, перепроверять документы, которые вы подписываете, оформляете, направляете куда-то. И, собственно, начинать новые проекты, устраиваться на работу, подписывать документы, куда-то путешествовать в это время не рекомендуется, потому что, ну, будьте готовы к тому, что ваши планы просто поменяются, самолеты задержатся, там, на границе застрянете, паспорта забудете и так далее. То есть все это может быть. И, соответственно, вот в периоды ретроградного Меркурия, ну, как бы надо держать руку на пульсе и работать более усердно над своими мыслительными процессами. Но более детально, опять же, про периоды ретроградности я буду рассказывать в своих видео про астротенденции на месяц, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать вот эту полезную астрологическую информацию. А мы с вами идем далее. И мы переходим к теме затмений. Я думаю, вы точно на просторах интернета должны были слышать, как астрологи обычно страшат этими периодами. Самые страшные периоды в году, там чуть ли не апокалипсис к нам на голову свалится. Но на самом деле это не совсем страшные периоды, то есть в 2025 году у нас с вами будет 2 коридора затмений, одно весеннее, второе осеннее, да? Длится оно ровненько 2 недели у нас, и это своего рода проверка и экзамен вообще, в том ли направлении по жизни вы двигаетесь. Вот исполняете ли вы те задачи и идете ли вы в том направлении, которое я уже озвучивала в этом видео,
по Раху, Кету, ну, по Юпитеру, по Сатурну, они же тоже все в одну точку бьют. Ну, если вы добровольно не выполняете эти задачи, значит, вас насильно туда направят и покажут, куда надо обратить свое внимание все-таки, и вот по каким вопросам надо поработать, да, и какие модели поведения вообще выработать в ближайшее время. Ну, на самом деле, да. Кто-то чувствует больше весеннее затмение, кто-то чувствует больше осеннее затмение. Но в целом вы, да, можете заметить, что какие-то события происходят в вашей жизни нежданно, негаданно, и они могут вызывать стресс, переживания, но опять же, потому что на одну и ту же ситуацию все реагируют по-разному эмоционально. Кто-то реагирует, кто-то не реагирует. Вот. Но, тем не менее, вот какие-то внешние обстоятельства в том числе могут происходить в вашей жизни, чтобы дать вам новые уроки. И, соответственно, в 2025 году у нас будет с вами 2 коридора затмений. Весной коридор затмений открывает лунное затмение 14 марта в знаке Льва и закрывает его 29 марта в знаке Рыб солнечное затмение. А осенний коридор затмений у нас открывает лунное затмение, соответственно, 7 сентября в знаке Водолея и закрывает его солнечное затмение 21 сентября, но уже в знаке Девы. И я рекомендую вам себе эти даты тоже зафиксировать, как-то пометить. И старайтесь тоже ничего важного, супер важного, там типа каких-то важных покупок, покупки автомобиля, недвижимости и так далее, вот в эти периоды не планировать, потому что что-то может пойти не так. И даже возьмите немножко диапазон 3 дня до, 3 дня после вот этих периодов, чтобы на всякий случай держать себя в ежовых рукавицах и не поддаваться на тот стресс, манипуляции. И держите себя в руках и обязательно еще раз переслушайте вот первую часть нашего видео, особенно про Раху, Кету и Сатурна и Юпитера. Далее, теперь мы переходим к разбору ключевых сфер жизни. Это личная жизнь, карьера, статус, деньги. То есть наиболее запрашиваемые темы на консультациях. И мы с вами посмотрим, в какие даты конкретно вот для вашего знака зодиака есть тенденция взлета и благополучия, а какие даты являются неблагоприятными. И я вам покажу сейчас 4 слайда с этими датами. Если вы хотите сохранить информацию, конечно же, советую поставить видео на паузу, либо успевать делать принтскрины, скриншоты, когда я буду показывать эти слайды. Итак, личная жизнь. То есть вы видите 2 блока. Один из этих блоков — это процветание личной жизни. Ну, тут всем понятно, что это наиболее благоприятные периоды, когда все идет у вас гладко, романтика процветает, любовь процветает, отношения наполняются теплотой и радостью. И для тех, кто холост, находится в поиске второй половинки, конечно же, вот в эти периоды возможны какие-то новые знакомства, приятное времяпровождение, и эти знакомства вполне могут перерасти даже в серьезные отношения. Возможно, кто-то из вас решит сделать предложение, либо узаконить свой союз в этот период времени. И, конечно же, это периоды романтики, наслаждений и других благоприятных событий в жизни, в личной жизни. А во втором блоке вы также видите даты, когда может происходить какая-то разлука с партнером, например, когда партнер вынужден уехать в другую страну, например, в командировку, может, у кого-то работа так связана, да, либо другая поездка там, к родственникам. Может произойти в жизни партнера какая-то неприятная либо стрессовая ситуация. И в этот период на самом деле очень важно проявлять заботу, поддержать своего близкого человека. Постарайтесь избегать вот конфликтов, не поддавайтесь на вот эти провокации от внешних обстоятельств, либо от чужого настроения вот в эти даты, потому что все-таки склонность к выяснению отношений, она будет присутствовать. Далее, тема здоровья. Есть у нас периоды для обследования и проведения, скажем так, чекап организма, да, своего, чтобы удостовериться, когда все у вас хорошо. Также этот период может указывать на снижение активности в вашей жизни, когда захочется немножко уединиться, недостаточно сил, энергии, хочется побыть наедине с собой, как-то вот больше сосредоточиться на себе и своем самочувствии.
Лечение. Здесь указаны, конечно же, вероятные даты, когда могут обостриться какие-то заболевания в вашей жизни, может появиться какая-то инфекция, понадобится медикаментозное лечение, либо просто вы можете заняться этим лечением для профилактики. Кто-то там сезонно пьет витамины, пьет какие-то БАДы и так далее. Все индивидуально. Также есть у нас еще потенциально сложный период, когда могут происходить в вашей жизни какие-то кризисы, потрясения, непредвиденные ситуации, какие-то сложные ситуации, ухудшение морального вашего состояния, шоковые, стрессовые ситуации, которые неблагоприятным образом в том числе могут сказаться на вашем здоровье, на вашем самочувствии. Может произойти что угодно, от эмоций до действительно каких-то там серьезных ранений и ситуаций, которые требуют немедленного решения. Далее, тема карьеры и статуса, то есть здесь речь у нас идет не только о профессиональной деятельности, но и о социально значимых показателях жизни. Это может быть периоды, такие более мелкие периоды оформления важных документов в вашей жизни, получения вида на жительство, гражданства, брака, развода, других каких-то достижений, которые влияют на ваш статус в обществе. И в том числе у нас на слайде отмечены наиболее благоприятные время для роста, для процветания в этих сферах. Если, например, вы хотели попросить повышения по службе, либо о чем-то еще попросить начальство, может быть, вы хотели перевестись в другой отдел, сменить работу, запустить бизнес, начать новый проект, оформить важные документы, где-то себя зарегистрировать, то, конечно же, действуйте лучше в эти периоды. А второй раздел — это такие более напряженные периоды, когда все-таки внешние обстоятельства, либо какие-то люди со стороны, с команды могут вставлять вам какие-то палки в колеса, и будут происходить своего рода какие-то там неожиданности, задержки, препятствия, конфликты на работе, либо в других каких-то структурах. Может быть, против вас будет какая-то проверка, либо на вас возложат в этот период какие-то дополнительные обязательства. Кто-то столкнется с угрозой увольнения, развода, могут возникать разного рода проблемы и задержки в оформлении документов, легализации. Произойдут какие-то другие кризисные ситуации, которые просто ставят под угрозу ваш статус и репутацию. И давайте еще обсудим очень важный слайд. Это тема финансов. И деньги в нашем гороскопе, они, конечно же, не зависят от занимаемой должности. Их движение отслеживается по каким-то своим закономерностям. И на слайде вы тоже видите даты, которые указывают на периоды финансового роста и процветания. И это как раз-таки те моменты, когда может появиться какой-то дополнительный доход. Этот дополнительный доход может приходить из абсолютно разных источников. То есть, например, кому-то выпишут премию на работе, кого-то отблагодарят клиенты, кому-то повысят зарплату, кому-то коллеги просто скинутся на подарок. То есть это может быть абсолютно любой источник дохода. То есть кто-то там возьмет себе подработку, кто-то получит проценты, дивиденды там, через инвестирование и так далее. Кто-то откроет, кто-то получит хорошую прибыль в бизнесе. Есть еще у нас такой блок, как потери и траты, то есть это даты, когда надо быть внимательным к своим тратам, и если у вас на самом деле заранее какие-то покупки запланированы, либо вы планируете куда-то вложить свои деньги, то это хорошо. Но если вы этого делать не планировали, то в эти периоды могут возникнуть неожиданные спонтанные траты, да, либо там ситуации, когда кому-то что-то надо компенсировать, за что-то надо неожиданно заплатить, что-то починить и так далее. Друзья, таким у нас с вами получился прогноз для восходящих близнецов на 2025 год. Обязательно приходите ко мне в школу астрологии Орион на обучение, потому что лучше, чем вы сами, ваш гороскоп никто не разберет. И, конечно, подписывайтесь на канал, поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими близнецами. А с вами была Саша Ващилка, и до новых встреч!